Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков World of Tanks, да, полноценные гайды мы тут делаем, и сегодня у нас на обзоре прем-танчик второго левела, французский, легкий танк, АМР-35, вот такая вот машина смешная, как на мой взгляд, и на самом деле она чудная, правильно назвать. Почему чудная? Потому что это прям танк, да. А у этой тачки, вероятно, больше минусов, чем плюсов. Почему? Мы сейчас с вами все и разберем. Предлагаю уже по сложившейся традиции пойти поглядеть. АМР-35 бронирование. Хорошее, оно плохое. Легкий танк. Какая броня? Погнали. Итак, вот наш АМР-35. Давайте глядеть. Второго левела. 10 броня, 15, 15, 8, 15, 15, 11, 20, 20, 30, это у нас под стволом вот эта вещь, ну, кто-то будет стрелять 14, рикошеты, да, ну, не факт, что зарикошетят. Верхушка у нас 10,3, крышка башни, и 10 сбоку, вот. Брони нету, смотреть тут нечего. У этого танка вообще нет брони, вас пулеметами будут пробивать, поверьте мне, не то что одиночными пушками. Ладно, выяснили, брони на этом прям танчике нету. Давайте смотреть его орудие. У нас 25 миллиметров такой полупушка, полупулемет. Почему пулемет? Ну, выглядит как пулемет, хотя стреляет одиночными выстрелами. У нас альфа безумно маленькая, 27. Пробитие основным снарядом 46, голдой 68. Заряжается комфортно 1,7 секунды. Общий ДПМ 953. Разброс на 100 метров 0,38. Такой более-менее, кстати, показатель для пушек второго левела. Вот. Время сведения комфортное 1,8 секунды. И это все на стоке. Вот. Как по пушке. Но все-таки на вторых левелах на сегодняшний день рулят пулеметы, нежели одиночные пушки. Одиночные пушки, они рулят только в связке с чем-то, либо с броней, либо с подвижностью танка. А это вот мы как раз сейчас дальше посмотрим. Вот. Какое оборудование ставите? Ставится сюда только один вид оборудования, другой неприемлем вообще. Почему? Показываю. Мобильность смотрим 59 лошадей, и это с турбиной, без турбины 55, 22 назад. Казалось бы, вау, скорость 60 км в час, 22 км едет назад, но, увы, у нас менее 13 лошадей на тонну, и это говорит о том, что даже это с турбины, что на турбине свою максимальную скорость танк будет набирать очень долго, либо не наберет ее вообще вовсе. Казалось бы, странно, а почему так? У нас же легкий танк, прем-танк, а мы еще турбину поставили, ну он же должен ездить. Да, вот видите, 59 вперед, но поверьте мне, я проверял эту машину, я вот на нем уже скатал несколько боев, да, более чем 43 км в час он не набирает по прямой в принципе. А в бугор вообще еле плетется. Вообще создается, честно говоря, впечатление, что это не легкий танк, а такой даже не средний, а полутяжелый. Хотя брони нету. А как на нем играть? Подвижность ценится в песке, а у нас ее нету. Очень странно. Вот, ладно. Все, оборудование поняли. Только турбина. Теперь по снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, голда у нас под калибр, под кол. Вот скорость полета снаряда на этой пушке здесь комфортная. Почему? Потому что 950 на бронебойке метров в секунду и 1200 почти на голде. Вот это, наверное, будет единственный плюс этой машины. Это скорость полета для отстрела подвижных целей. Все. Больше плюсов, сейчас вот дальше посмотрим, на этом танке, скорее всего, мы не увидим. Вот. По экипажу, здесь два члена экипажа. Первым перком командиру ставим лампу, а механику водителю ставим ремонт. Вторым перком боевого братства. Дальше качаете, как показано в табличке. Давайте смотреть тактико-технические характеристики этой машины. Вот у нас уже заряжается 1,66,
орудие, то есть еще комфортней. У нас 1.76 время сведения, тоже комфортное. Вот, разброс на 100 метров 0.37. Поверьте мне, для пушек, пулеметов 2-3 уровня достаточно неплохая точность, это я вас уверяю. Вот. Ну и все. Средний урон, как мы уже смотрели, 27, пробитие на основном 46. Вот. По живучести 360. Ну, обычный средний показатель, ни плюс, ни минус. По мобильности все смотрели, выяснили. По незаметности танк в принципе небольшой, он прям не супер какой огромный. И 32,23 неподвижный. Машины процентов не добавляется как бы незаметность. И 2,493 в движении. Вот по незаметности он тоже, кстати, неплох. Соответственно, по обзору 327 метров, как для песка, тоже нормально. Давайте по плюсам и минусам танка. Начнем с плюсов. По плюсу неплохой обзор, хорошая незаметность, очень комфортная скорость полета снаряда пушки. Да, там хорошее, достаточно быстро перезаряжание, но основные минусы, мы их сейчас тоже озвучим, они убивают все эти плюсы, потому что подвижности танка нету. Брони у танка нету совсем. На месте он очень вяло крутится вверх, подвижность очень слабая. Прям. И соответственно, чтобы применить наш обзор, нам надо ехать впереди наших союзников, чтобы светить и самому, и союзникам, они носили по вашему ассисту дополнительный урон, да, а вы со своей подвижностью это просто банально сделать не сможете. Вот. Дальше, по броне, занять позицию и играть там от башни, от чего-то еще, от борта не получится, брони нету. Но самый минус этой машины — это полное отсутствие подвижности. То есть у нас всегда сочетание в танках, если нет подвижности, то скорее всего есть броня. Но на самом деле здесь нету ни того, ни другого. Поэтому играть на этой машине очень сложно. Невероятно сложно, это прям пот. И я вам сейчас это докажу, предлагаю отправляться в бой, пощупать, подергать за рычаги, что это за странная машина такая, премиальная. Погнали. Итак, господа, попали мы на нашем французском легком прем-танчике 2-го левела МР-35 к 3-м левелам. Танк инвалид, у нас нет брони, у нас пушка с одиночными выстрелами. И то, что у нас нет брони, плохая подвижность, еще сюда добавляется отсутствие возможности быстро занимать позиции, да. Короче, сейчас все увидите сами. Я на этом танчике скатал уже 3 боя. Это, считаю, полный кусок дерьма. Вот смотрите, как он едет. Помним, да, что у нас нет брони. Ее нету. Вот так набирает максималку. Мы едем 28. Здесь двигатель, скорее всего, даже не от газонокосилки, а от машинки для бритья. Вот, это первое. Второе. На этих левелах рулят все-таки танчики с пулеметами. Вот. Либо с одиночными пушками, но с наличием хоть какой-никакой вменяемой брони. У нас этого нету. Ни пулемета, ни брони, ни подвижности. Зачем вообще делать изначально такой танчик, прем-танчик, мне лично непонятно. Ну вот просто нет подвижности. Нет подвижности, значит не будете успевать что-либо настреливать вообще. Я уж голду зарядил, к сожалению. Хорошо пошло. Враг уже близко. Меня задели. Альфа маленькая еще на ту счету. Держу цель. Получить. Хорошо пошло. Добром это не кончится. Получить. Вот не пробивает даже голдой. Не дам.
Вот сейчас повезло, Почти всё выжил. ушло. Союзники помогли. Враги повсюду. Миленько. Враг уже близко. Вот едет наш убивец, скорее всего. Взять. Хорошо. Почти А то б мы всё погибли. ушло. У нас ХП нету. Насветили 308, 193 настреляли. Круто. Только сильно нам это вообще ни в чем не поможет. Это мне нравится. Вот потихоньку грызем врага, но... Что это такое? Мгм. Ничего инициировать не можем, да. Блайндит. Засранец. И мы можем только блайнды кидать. Ну-ка, БТ-5 подсвети там. О. Ща отлетим. Хорошо пошло. Вот еще Получи. полтос дали урона. Суммарно уже 600. Вот. Настрел более-менее для этого танка в этом бою, но это больше везение, нежели... Враг уже близко. Он на MX-38 ползет. И вот что делать, я не знаю. Ну, ХП совсем нету. Прям, ну, от слова совсем. Так, 1 с 10. Уже разворачивается не в нашу пользу. Ну, блин, прям ну совсем нет хп. Так, здесь теперь надо не торопиться. Вроде выигрываем. Но танк говно, честно. На нем играть очень грустно. Ни подвижности, ни брони. Одиночные снаряды. Враги повсюду. Стоит, светит. Вот он. Это мне нравится. Враг уже близко. Получи. Так, Меня еще задели. накидали малек.
близится. Ну вот. Так, 406 настреляли, ё-моё, 308 насветили, жесть. Да, в игре против третьих левелов на втором. Поверьте мне, вам это будет повторить, наверное, сложно. Потому что, ну вот, видите, опять как едет. Ну, как на нем настреливать? Одиночная пушка не едет ни хрена. Победа. Еще раз. Только то, что я не упарывался, не активничал, мне позволило выжить. С помощью союзников из-за камушка, из-за кустика мне получилось настреливать. Вот. И суммарный урон 400 плюс 300 на света 700. Это везение для этого танка. И я еще играл, минуточку на голде, играл бы на обычных снарядах, было бы куча не пробить, и урона было бы меньше. Поэтому заслуживает этот танчик, прям танчик, внимания нашего, ну, скорее всего, нет. Этого танка, как на мой взгляд, в ангаре не должно быть. И поэтому вот даже из-за голды еще минус 10 ушли. Вот. Не стоит на нем играть, кайфа вы от этого не получите. И танчику мы ставим жирный минус, неиграбельная чухня. Вот. Его правильная, так сказать, аббревиатура этого танка. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайкос, пишите свои комментарии, если у вас такой танчик, получается ли у вас на нем играть. У меня на нем играть не получается. И не может получаться, потому что у него нет ни одного преимущества против танков врагов противников. Вот. Это танк мучения и ад. Вот такая вот оценка. Все, давайте, пока, до скорых встреч. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.